Добрый день, подписчики, гости нашего канала. Сегодня на обзоре штатив решил приобрести. В комплект идет сумка, чехол хорошего качества. Штатив я сделаю обзор, что для чего нужно, и разборка его и сборка. Для чего разборка? Я когда его купил, все детали не очень хорошо функционировали. Поэтому я решил разобрать его и смазать литолом. Голова. Здесь открываем задвижку, вытаскиваем крышечку. На крышечку крепится камера. Здесь шайба, это я уже сам поставил. Для чего поставил? Если крепить винт, здесь длинный. Если крепить камеру или фотоаппарат, винт подходит. Если крепить экшн камеру, для нее этот винт длинный. Поэтому думал, как его уменьшить. Решил шайбу поставить. Теперь все нормально подходит. Дальше сама вот эта голова, которая открывается, закрывается. Здесь есть винт. Если мы сильно откроем вот этот винт, оно свободно просто открывается, закрывается. Если немножко закрутим, там есть прорези, и оно по щелчку открывается. Вот. Откручиваем винт. Вытаскиваем. На винте находится типа шайбы с насечками и прорезями. Так же само вытаскиваем вот эту крышку. Так же само внутри находятся насечки. С прорезями. Отлаживаем. Дальше поднимаем вот эту голову. Есть ручка. Ручка это служит, чтобы вверх-вниз поднимать голову. Откручиваем ее. Выкрутили. Дальше с этой стороны находится винт. Он служит, чтобы голова не крутилась вправо-влево. Выкручиваем ее. Дальше с другой стороны находится шуруп. Но шуруп спрятанный под бумагу, под черной бумажкой. Бумажку эту оторвал, откручиваем шуруп. Теперь сверху находится защелка. Она очень тугая, из-за чего я ее и проделал ей рожки. Нажимаем ее. Выходит. Эта крышка вышла. Отлаживаем ее. Эта крышка тоже мы высовываем. Здесь защелка, где я рожки уже проделал,
Сюда я понапихал бумагу, чтобы она хоть как-то держалась. Дальше. С этой стороны находится алюминиевое кольцо, или как оно называется, скажем, кольцо. На самом вот этом кольце, оно благодаря этому кольцу и крутится туда-сюда. С другой стороны ничего здесь нету, пластмасска. Сверху то же самое переделано. Тут находилась крышка. Крышка удерживала эту голову, чтобы она не снималась. Крышка, скорее всего, была на клею, поэтому не поддавалась. Почему крышку эту сорвал, так скажем? Потому что штатив, когда переворачивал, там что-то гуляло, прыгало туда-сюда, туда-сюда. Я думал, либо что-то поломалось, либо не на своем месте стоит. Поэтому крышку я эту сорвал, вытащил голову. Я ее открывать не буду, потому что все плотно я сделал. Я так расскажу, что там внутри находится и что гуляло. Вот эта сама голова надевается, как она называется, на шток такой. А вот здесь находится вот такое вот кольцо с прорезями. И вот эта шайба, которую я поставил сверху, она была на вот этой прорези закрывала. Я поначалу думал, что вот эта голова по этой шайбе ходит. Но нет. Оказалось, что ни по какой шайбе она не ходит. Она ходит по вот этому штоку. Думаю, для чего вот это дырки типа закрытые, отверстия. Оказывается, вот этот винт, когда вставляется, чтобы оно не крутилось, а внутри есть пластинка. Эта пластинка, когда мы вставляем, эта пластинка прижимает вот этот шток, и оно тогда не крутится. Но для чего там шайба эта находилась? Чтобы когда мы откручиваем, чтобы эта пластинка не упала в эти пазы. Только для этого. И что там в итоге болталось? Болталась вот эта шайба сама. Потому что когда ручка сильно не прикручена, не держит шток этот, то там места свободного много. И вот эта сама шайба переворачиваем туда-сюда, и оно туда-сюда гуляет. Вот и все. И вся конструкция. Теперь здесь находится винт. Винт это для чего служит? С этой стороны ручка находится, высовывает голову. Этот винт зажимается, чтобы ручка сама не закручивалась. Ну, я не знаю, для чего это сделано. Зачем бы она сама крутилась? Ну ладно. Выкручиваем этот винт. Под винтом находится шуруп. Шуруп держит вот эту ручку. Выкручиваем шуруп. Выкрутили. Теперь раздвигаем немножко ножки. Вот здесь стоит кольцо. Она крутится на полоборота или туда, или сюда. Для чего оно служит? Чтобы ножки укреплялись. Например, мы хотим на таком маленьком расстоянии. Мы повернули это кольцо, все, оно держится. Если мы хотим побольше
раздвинули побольше, закрепили. Все, оно держится. Теперь высовываем ручку. Ручку высунули, и здесь посередине вытаскиваем ее. Вот такая ручка. Я думал, она алюминиевая, но она пластмассовая. Алюминиевая здесь только одна трубка, здесь вторая трубка и ножки. Все остальное пластик. На ручке, туда где вставляется шуруп, я намотал скотча. Для чего? Потому что когда на месте стоит, там сильно слабина, и она шатается, эта ручка. Теперь вот эту самую ручку. Когда я смотрел, прежде чем купить этот штатив, смотрел обзоры. Люди, многие жалуются, что когда высовываешь вот этот голову до самого верха, и малейший ветерок, голова вот она шатается. Видно, да? Чтобы она не шаталась, что для этого нужно? Между ножками находится трубка. Мы трубку закручиваем, и куда вот эта трубка заходит, здесь уплотнительное кольцо есть. Мы его закручиваем, и тем самым мы эту трубку плотно делаем. Все. Она сейчас еще шатается. Сейчас покажу. Все, она уже крепко, вот она. Уже никуда не шатается. Но здесь один момент. Когда мы до конца закручивать трубку не рекомендую. Почему? Потому что, когда мы до конца закручиваем, получается, эта трубка, здесь вот эти насечки, прижимается к вот этой пластмасске. И когда мы его опускаем, оно стирается. Что здесь стирается, что здесь стирается. Поэтому мы немножко отпускаем, оно немножко отходит, расстояние получается. И тут не шатается, и это свободно опускается, ничего здесь не трется. Дальше. Выкручиваем эту трубку. Выкрутили. Теперь, чтобы снять, вытащить эту голову, нам нужно эту ручку потащить на себя. Она свободно выходит. Вот она. Теперь мы просто высовываем голову. Дальше я уже откручивать не буду. Откручиваются ножки. Ножки откручиваются тоже определенным образом. Мы немножко винт выкручиваем. Он до конца не выкручивается. Он выкручивается. Потом мы поддеваем, там отверткой или ногтями, вытаскиваем его. А потом еще выкручиваем, докручиваем до конца. Тогда он вытаскивается. Смазали. Посмазывал я все вот эти детали. Вот это все. На трубке вот это все. На ручке посмазывал. Вот эту я думал смазывать, но не смазывал. Почему? Потому что оно высовывается, это все в этой смазке будет. Оно не защищено. Собираем обратно. Вставляем трубку. Закручиваем.
закручиваем не до конца, чтобы оно, зажим этот не сомкнулся. Вставляем голову. Вставили. Теперь трубку можно докручивать. Докрутили. Но опять же не до конца. Теперь берем ручку, сгибаем ее, чтобы такое положение было, и вставляем, когда голова до конца опущена. Почему это делается? Потому что если голова не до конца будет опущена, мы вставим, мы ее тогда будем закручивать. Вот я сейчас покажу на примере. Вставили. Теперь мы ее закручиваем. Докрутили. Она голова до конца. Но ручку мы между ног не сложим. Она вот сюда слаживается. А чтобы ее между ног засунуть, поэтому мы до конца опускаем голову, слаживаем ручку и тогда уже всовываем ручку между ног. Так, дальше одеваем, вставляем ручку. Дальше вставляем вот этот винт. Дальше одеваем на вот эту алюминиевую, как ее назвать, гайку, шайбу, как ее назвать. Сначала эту сторону одеваем. Одели. Берем шуруп, прикручиваем. Шуруп прикручивается, ну я советую прикручивать не до конца, потому что сама голова крутится, когда вверх-вниз, а шуруп находится на месте. И если до конца прикручивать, во-первых, оно туго будет ходить, а во-вторых, быстро пластмасса сотрется. Дальше вставляем эту сторону. Вставили. Теперь этот винт. Так. Дальше крышку эту ставим. Теперь этот винт. Смотрим, чтобы вот эти пазы совпали с теми пазами. Закручиваем. Закрутили. Теперь эту ручку вставляем. Вставили. И теперь крышку вставляем. Все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки или дизлайки. Пишите любые комментарии.